Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Добро пожаловать на мой новый авторский проект «История MS Windows». Данный проект будет погружать нас в историю разработки операционных систем корпорации Microsoft. Каждый выпуск проекта будет посвящен конкретной версии Windows. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Уставитесь поудобнее, наливайте чай с лимончиком и погнали. Будет очень интересно. Первый выпуск проекта будет посвящен самой первой версии Windows – Microsoft Windows 1.0. Она является 16-битной графической оболочкой до MS-DOS, и многие ее элементы оболочки были использованы в ее следующих, более успешных версиях, о которых мы поговорим в следующих выпусках. Именно она и заложила основы для будущих версий Windows. Погрузимся в исторический экскурс. Microsoft Windows 1.0 была выпущена 20 ноября 1985 года и стала первой графической оболочкой для операционной системы MS-DOS. Она была создана в ответ на растущий интерес к графическим интерфейсам, который стал популярным благодаря таким системам, как Apple Macintosh. Как происходила разработка? Разработка Windows 1.0 началась в начале 1980-х годов. Microsoft осознала, что текстовые интерфейсы становятся устаревшими и что пользователи все больше интересуются графическими интерфейсами. Проект изначально назывался Interface Manager. Над разработкой работали всего 24 человека. В мае 1983 года ответственный менеджер Джеймс Рейкс предложил для продукта название Microsoft Desktop, но вскоре PR-менеджеры предложили более простое название – Windows. Тогдашний глава Microsoft Билл Гейтс представил данную систему 10 ноября 1983 года в Нью-Йорке. Изначально релиз планировался на 1984 год, но он несколько раз откладывался, и в общей сложности в компании сменилось 4 менеджера по продуктам. Затем 28 июля 1985 года Microsoft поставила первую тестовую версию для разработчиков программного обеспечения и производителей компьютеров. О влиянии и еще некоторых фактах я расскажу позднее. Переходим ко второй части нашего выпуска, а именно к установке бета-сборок. Устанавливать будем на виртуальную машину, так как у меня нету компьютера, поддерживающего эту ОС. И важная деталь, мы не будем использовать VMware или VirtualBox, поскольку некоторые сборки зависят от IBM XT или IT, и мыши с шиной последовательным интерфейсом. Поэтому мы воспользуемся эмулятором PCM. Посмотрим настройки виртуальной машины. Они выставлены следующим образом. Материнская плата IBM XT Model 286, процессор Intel 8286, количество оперативной памяти 512 кБ, видеоадаптер SSG EGA, HDD на 30 МБ, этого нам вполне будет достаточно. С виртуальной машиной разобрались, можно непосредственно приступить к самим сборкам. Начнем с ветки Development Release. Первая сборка из этой ветки, Development Release, была скомпилирована 29 мая 1984 года. Первое упоминание было в журнале InfoWorld, выпуске от 7 мая 1984 года. Увы, есть только лишь скриншот данной сборки. Он на ваших экранах. К слову, она упоминается и в другой статье журнала InfoWorld в номере от 19 ноября 1984 года. Самому ее посмотреть никак не получится из-за ее отсутствия в сети интернет. Вторая сборка из этой ветки, Development Release 2, была скомпилирована где-то в июне 1984 года. Как и предыдущая сборка, имеет в интернете всего лишь один скриншот. Больше подробной информации про нее нет. Третья сборка из этой ветки, Development Release 3, была скомпилирована предположительно в июле 1984 года и впервые была упомянута в примечаниях к следующей сборке. Есть только ее скриншот и больше ничего. Четвертая сборка из этой ветки, Development Release 4, была скомпилирована 31 августа 1984 года. Несколько сотен копий были распространены среди разработчиков в последующие недели. Фотографии установочного носителя этой сборки и примечания к выпуску были опубликованы на форуме Beta-Archive пользователем Avos Group в июле 2021 года. Их вы видите прямо сейчас на экране. Как и следующий выпуск, он поставляется на 3 дискетах по 360 килобайт. Пятая сборка из этой ветки,
дискетки Development Release 5 была скомпилирована 31 октября 1984 года и, вероятно, выпущена в последующие недели. Это самая ранняя доступная сборка Windows на данный момент, хотя известно, что более ранние выпуски существуют в частных коллекциях. Эта сборка была загружена 19 сентября 2008 года на FTP сервер Beta Archive, и ее мы прямо сейчас и установим. Для ее установки нам понадобится MS-DOS версии 2.11. Запускаем виртуальную машину и вставляем загрузочную дискету. На ошибку памяти не обращаем внимания. После того, как мы загрузимся с дискеты, нам нужно разметить диск. Для этого используем команду fdisk. Нажимаем единицу и затем перезагружаемся. Теперь с помощью команды формат C форматируем диск. Нажимаем Enter, а затем нажимаем Y. Идет форматирование диска. Кстати, к слову, MS-DOS версии 2.11 не поддерживает диски объемом более 30 мегабайт. После того, как форматирование завершится, нужно сделать диск системным. Для этого используем команду sys-c. И затем перезагружаемся. Вставляем дискету и копируем файл install.bat на диск C. Теперь переходим на диск C и запускаем его. Нажимаем любую клавишу. На вопрос об удалении папок от предыдущих версий нажимаем Y. Установка займет 7 минут. Теперь просто ждем окончания установки. При сообщении о необходимости вставляем нужную дискету. Готово! Теперь можно запустить Windows командой mswin. И в таком черно-белом интерфейсе она выглядит. Тут нет привычного рабочего стола, панели задач и меню пуск. Это все появится в будущем. Забавно то, что при нажатии на пункт меню оно сразу закрывается. Нужно удерживать левую кнопку и нажимать на то, что нужно. Редактор иконок, как я понимаю. Обычные часы. Запускаем блокнот, и он крашит систему с ошибкой диск Error. Еще и сообщение от MS-DOS поверх наложилось. Придется перезагрузить. Но есть одно но. Простого введения mswin будет недостаточно. Система сообщит об отсутствии файла kernel.exe. Для исправления ошибки нужно ввести команду patch cwindows bin. И потом уже запускать систему. В диалоговых окнах кнопки находятся сверху, а не по центру. И курсор не выходит за пределы окна.
Чип Буард — это у нас буфер обмена, который еще и не хочет закрываться. В панели управления настроек очень мало. Бета-сборки, как вы знаете, известны багами и недочетами. По порядку, что же за баги и недочеты есть в этой сборке? Первое – это ограничение на запуск некоторых приложений. Этим страдают буфер обмена, блокнот и панель управления. Основная причина заключается в том, что эти приложения функционируют как единственные экземпляры с одним сегментом данных. Это означает, что каждый экземпляр должен обладать уникальным сегментом данных, что в свою же очередь ограничивает возможность одновременного запуска более чем одного экземпляра. Если Windows не удается создать донерочные окна, список дисков, путь и список файлов во время инициализации MS-DOS Exclusive, то отобразится сообщение о том, что Windows вот-вот рухнет. Самому эту ошибку трудно поймать. Ее скриншот вы видите прямо сейчас у себя на экранах. Приложение ppdemo.exe заставляет систему зависнуть после своего закрытия. Это происходит из-за дополнительного параметра, который называется Belast Instancient Fiend. С этой сборкой у нас все, идем к следующей сборке. Вот мы и добрались до первого предварительного релиза, альфа-релиз. Он был скомпилирован 31 января 1985 года. На бета-архив был загружен 19 сентября 2008 года. Как и в Development Release 5, установка выполняется с помощью пакетного файла, но здесь он называется wininst.bat. Копируем его на диск C и запускаем. И казалось бы, можно сделать обновление, но нет, скрипт удаляет все файлы, и в том числе этот байтник. Придется его снова копировать и запускать. Далее делаем все так же, что и при установке предыдущей сборки. Займет установка у нас 11 минут. Когда дойдем до экрана выбора видеоадаптера, выбираем используемый видеоадаптер. В моем случае это EGA. Установка завершена и система автоматически запустилась. Как и в предыдущей сборке, из-за недочета нужно перед запуском вводить команду patch cwindows-bin и затем команду win. Эта сборка больше похожа на новую операционную среду, поскольку почти все компоненты Windows были переписаны до этой сборки. Однако визуально она почти идентична предыдущей. Поэтому пока на фоне идет осмотр системы, я расскажу, что же нового тут было добавлено. В папках C и Pascal хранятся файлы для работы с данными языками программирования. Новые приложения MapMod, тестер шрифтов, пример применения шрифта. Из видимых изменений могу отметить обновленную заглушку MS-DOS, улучшенную обработку ошибок, добавление поддержки принтера, монохронного EGA, драйвера мыши DOS и редактора PIF файла. К слову, тут отсутствует Paint. Файл hello.exe после запуска выводит сообщение Hello Windows.
Ну и конечно же, куда же без этого, баги и недочеты. Экран не очищается автоматически после выхода из Windows, когда используется драйвер EGA. Это может происходить из-за самого глючного драйвера EGA. Иногда MS-DOS Exclusive не запускается после загрузки Windows, оставляя пользователя с пустым рабочим столом. Тут еще имеется программа демонстрации куба и продолжение показа фигур. С альфа-релизом у нас все. Можно переходить к следующей сборке. Перед тем, как мы продолжим, пожалуйста, прожмите лайк и нажмите на кнопку подписаться. Так вы поддержите автора подпиской и лайком. Также рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, где публикуются анонсы новых видео и посты из моей жизни. Ссылка на телеграм-канал находится на экране и в описании. А теперь продолжаем. Следующее, что мы рассмотрим, это бета-релиз. Он был скомпилирован 8 мая 1985 года. На бета-архив был загружен 19 сентября 2008 года. Перед установкой рекомендую создать папку, куда будем устанавливать систему, так как есть вероятность того, что установщик не сможет ее создать сам. Я ее назову WinTiny. Вставляем дискету и выполняем setup. Тут уже установщик переделан на тот, который будет и в финальном выпуске. Для продолжения жмем клавишу S, затем жмем клавишу H до установки на жесткий диск и снова нажимаем на клавишу C. И затем пишем название папки, которую мы ранее создали. И далее идет процесс установки. Во время установки выбираем видеодрайвер. И принтер. И все, установка на этом завершена. До запуска пишем команду win. Тут уже доработан пользовательский интерфейс, а также переработаны версии существующих приложений из Альфа. Поэтому, как и обычно, смотрим систему. Ну и конечно, я в процессе расскажу, что же нового здесь. В панели управления теперь стало больше настроек. Теперь, к слову, можно изменять цвета темы. Но так как у меня выбрана EGA, то почему-то у меня все еще черно-белый стиль. Добавлены новые приложения Boex и Paletity.
Баги, ошибки и недочеты. Когда в настройках говорится, что можно нажать клавишу, чтобы не устанавливать принтеры на экране выбора принтера, простое нажатие Q на клавиатуре не работает. Нажатие Shift плюс Q, заглавная буква Q, необходимо, чтобы пропустить установку принтера. В приложении часы при закрытии диалогового окна About происходит сбой Windows с ошибкой переполнения стека. В диалоговых окнах теперь кнопки расположены по центру, а не сверху. С бета-релизом у нас все. Идем далее. Далее рассмотрим такую вещь, как Premier Edition. Была выпущена 30 июля 1985 года. Изначально Microsoft распространила ее среди ключевых игроков компьютерной индустрии. Дата ее выпуска несколько раз откладывалась с момента первоначального объявления на презентации в Нью-Йорке. Процесс установки аналогичен бета-версии. Единственное, что отмечу, это выбор драйвера мыши и возможность обновиться. Очень похоже на бета-релиз с точки зрения пользовательского интерфейса. Цветовая схема по умолчанию в основном черно-белая, хотя приложение фактически использует цвет с соответствующей комбинацией видеоадаптера и драйверов. Хочу вам еще показать фотографию, которым поделился пользователь бета-архив по имени Alias. На ней показана эта сборка, запущенная на IBM PC XT. А вот так выглядят сами дискеты. Из нового я не могу что-то добавить, поэтому просто будем смотреть данную сборку, или правильнее сказать, данную версию.
пример выпуском у нас все. Идем дальше. Наконец-то настало время первого розничного релиза Windows 1.01. Он был выпущен 20 ноября 1985 года. Это по сути и есть та самая RTM-версия, или же финальная версия. Процесс установки полностью аналогичен тому, что и в Premier Edition. В последующих обновлениях то же самое. После завершения установки надо будет вставить обратно диск с MS-DOS, так как файл command.com находится именно на этом диске. Интерфейс уже стал здесь окончательным. Дополнительные приложения были объединены с Windows. Кстати, здесь есть и пасхальное яйцо, но его почти нереально открыть самому, так как нужно будет ковыряться во внутренностях системы. Скриншот пасхалки вы прямо сейчас видите у себя на экране. Так как мне больше нечего рассказать, то предложу вам посмотреть систему во всей ее красе. В About теперь показывается количество оперативной памяти и свободного места на диске. А с Windows 1.0.1 у нас все, мы можем идти дальше.
Следующий релиз у нас международный – Windows 1.02. Этот релиз был выпущен в январе 1986 года. Он является небольшим обновлением, а саму систему мы уже будем рассматривать без моих комментариев. Из нового я тут могу отметить только поддержку дополнительных клавиатур и языков. В остальном отличий от RTM версии нету. Следующий релиз у нас Windows 1.03. Он был выпущен в августе 1986 года. Также является обновлением, но уже с большим количеством улучшений.
Что нового в этой версии? Добавлена поддержка MS-DOS версии 3.2 и поддержка дисководов для 3,5-дюймовых дискет, а также поддержка компьютеров типа IT-6300 и 6300+. Включены усовершенствования, которые сделали ее совместимой с международной версией. Саму систему мы рассмотрим уже без моих комментариев, поскольку больше ничего нового я про нее не могу рассказать. И последнее, что осталось, это Windows 1.04. Выпущена данная версия 8 апреля 1987 года. Является последним обновлением с небольшими изменениями и исправлением ошибок. Коротко перечислю, что здесь нового. Исправлена проблема обработки сетевых сбоев Windows. Windows теперь корректно восстанавливает все прерывания при выходе. Интерфейс между Windows и принтером был изменен до ускорения печати. Добавлена поддержка компьютеров IBM PS пополам. Саму систему мы рассмотрим без моих комментариев, поскольку ничего нового про нее я больше рассказать не смогу. Ну так как нечего. Like a Hellcat. Ну вот мы и проследили за историей самой первой версии Windows. Однако, как я и ранее говорил, я расскажу вам еще несколько интересных фактов. И еще дополнительную информацию. Существуют и версии, которые поставлялись различными производителями. А такие версии называются OEM-версии. Отличие у них только в бутскринах. Их вы прямо сейчас можете увидеть на экране.
Рынок и конкуренция. При выходе Windows 1.0 на рынке существовали другие графические интерфейсы, такие как OS 2 от IBM и Macintosh от Apple. Несмотря на инновационность, Windows 1.0 не смогла завоевать значительную долю рынка. Какое наследие оставила данная версия Windows? Хотя Windows 1.0 не была коммерчески успешной, она заложила основы для следующих версий Windows. В 1987 году вышла Windows 2.0, которая уже имела более продвинутые функции и поддержку перекрывающихся окон, что значительно повысило ее популярность. О ней мы поговорим уже в следующем выпуске нашего с вами проекта. Каков итог? Данная операционная система действительно стала началом развития семейства Microsoft Windows и является важной веткой в истории вычислительной техники, так как она начала эру графических пользовательских интерфейсов, которые впоследствии стали стандартом для всех операционных систем. На этом первый выпуск моего нового проекта завершен. Я надеюсь, что он вам понравился. Напишите, пожалуйста, свое мнение о проекте в комментариях, я буду рад их прочесть. Также вы можете написать про то, что я мог упустить или где-то в чем-то ошибиться. Не стесняйтесь меня поправить в комментариях, если я действительно допустил какие-то ошибки или где-то что-то мог, опять же, ляпнуть не там, как говорится. На этой чудесной и классной ноте я каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте подписаться также на мои Play и Live каналы, там тоже по возможности буду выпускать контент. Также не забывайте подписываться на мои другие социальные сети, группа ВК, Telegram и Discord сервер. Также можно мой Steam профиль посмотреть, если вам интересно, во что я играю. И по желанию поддержать канал денежкой. Все ссылочки находятся в описании под видео. На этом я заканчиваю. Всем пока, увидимся в следующем выпуске, посвященном истории следующей версии операционной системы Windows. Спасибо за внимание.